Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фил, и сегодня у нас интересные новости из самых недр PUBG. Разработчики затаили в файлах игры пуленепробиваемый щит и концепции секретных ивентов. Небольшая рекламка, и я вам все подробно расскажу. Разваливаешь ложков на Сосновке? Пора лутать реальные бабки, играя в PlayerUnknown's Battlegrounds. Все очень просто. Два игрока ставят на свой следующий матч, и тот, кто занимает место выше, забирает все деньги. Введи промокод FIL и получи первую ставку бесплатно на pubgg.ru. Ссылочка будет в описании. Кстати, ребята из PUBG улучшили систему ставок и добавили ру-сервер, так что соревноваться стало еще комфортнее. Ну так что, вы так же удивлены, как и я? Кто бы мог подумать? Щит. Насколько я знаю, некоторые даже у меня в комментариях советовали разработчикам ввести его в игру. В классическом Counter-Strike вещь была очень забавна и против слабеньких игроков даже вполне эффективная, но увидеть такое в PUBG очень необычно. А введение этой имбы как новой единицы лута я даже не думаю. Скорее всего, он будет предназначен только для ивента, и судя по описанию, он является оружием ближнего боя, то есть должен помещаться в слот для сковороды. Если подумать логически, то в будущем ивенте возможно два варианта развития событий. Либо во всей игре должны быть только пистолеты и щиты, но тогда это получится вармод. Либо эта имбовая вещица будет падать исключительно в аирдропе, и ей можно будет танковать в каком-нибудь классическом режиме, к примеру, дуо или сквад, где союзники смогут использовать игрока с щитом как движущееся укрытие и создавать удобные позиции для перестрелок в любом открытом поле. В принципе, и тот вариант были бы интересными, я бы с удовольствием поиграл, но единственное, если щит будет выпадать в аэрах, то далеко не все смогут попробовать с ним побегать. А что думаете по этому поводу вы, я с удовольствием почитаю в комментариях и присоединюсь к обсуждению самых интересных идей. В тех же файлах игры, кстати, есть два неанонсированных ивента. Один из них имеет настройки сквадов на 8 человек с одними пистолетами, а другой называется Bowmaster 2018, что похоже на арбалетное состязание. Ну или может луки с копьями завезут, почему нет? На торговой площадке вообще сегодня было золотое трико, которое ничего не стоило и не имело картинок. В файлах игры оно тоже есть, но и там без изображения, чисто одно название. Помимо необычных вещей, в этом обновлении PUBG появилось еще много чего интересного. Первое, на что сразу обращаешь внимание, когда заходишь в игру, это значок Твича. Если кто не помнит, ранее он уже был доступен в игре, если не ошибаюсь, в июле 2017 года. Тогда как раз за привязку к Twitch Prime давали уникальный сет. Зачем эта функция появилась сейчас, разработчики не говорят. Но есть такое предположение, что возможно вещи в PUBG будут выдаваться за просмотр турниров. И это вполне реально, так как разговор о том, что в игре должны появиться компендиумы наподобие второй доты был. Правда, изначально его обещали сделать Mail.ru, но походу что-то не получилось, либо они все же делают это для всех, а не только под свой игровой центр. Окончательных выводов делать не будем, думаю, в ближайшем будущем нам все расскажут. И еще одна новость для тех, кто хочет помочь разработчикам поскорее решить проблему с FPS. Комьюнити-менеджер PUBG Corporation попросил всех игроков, у кого наблюдаются проблемы, скинуть информацию о своей системе в саппорт технической поддержки, чтобы они смогли проанализировать статистику устройств. Сделать это можно очень просто. Набирайте в командной строке MS-Info, в открывшемся окне нажимаете «Файл сохранить», пишите имя PUBG, жмете ОК и кидаете этот файл в саппорт. Там надо написать электронную почту, игровой ник, выбрать категорию проблем «Прочее», написать название FPS и вкратце описать свою проблему. Разработчики будут нам благодарны, и я очень надеюсь, у них получится решить проблему. И на сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем своим зрителям побольше топов, хорошей погоды и, конечно же, везения в рандоме. Пока-пока.